Добро пожаловать, друзья! Проверьте свои знания на различные темы и узнайте, насколько разнообразны ваши интересы. Готовы к увлекательному путешествию в мир фактов и открытий? Начнем. Как называется монах, исключенный из духовного звания или добровольно вышедший из него? Выщепенец, растрига, распущенец. Растрижение – способ снятия или лишения духовного сана, снятия или лишения власти церковной духовного сана с лиц, принадлежащих к нему и виновных в каком-либо преступлении, может быть и добровольное. Осуществляется высшими органами церковно-судебной власти в связи с совершением духовным лицом деяний или выражением взглядов, несовместимых с вероучением или грубо нарушающих церковное право. Что такое ментик? Короткая гусарская накидка с меховой опушкой. Меховая защита для рук в виде трубы вместо варежек. Женский галстук, завязанный в виде бантика. Ментик – это верхняя одежда гусар в виде короткой курточки с меховой оторочкой, позументами, надеваемая поверх доломана в холодную погоду. В теплую погоду ментик носят на одном плече, как правило, на левом, при этом под правую руку продевается веревка, удерживающая ментик на плече. Как называется традиционный татарский и башкирский весенний праздник? Джийон, Навруз, Сабантуй. Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир, обычно отмечается в июне. Это всегда широкие гуляния, где можно показать талант, силу, ловкость и даже встретить свою любовь. Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Попали вожи под хвост, говорят человеку, когда он ведет себя взбалмошно и капризно. А что это такое эти вожи? Специальный поводок для управления собакой. Часть упряжи у лошадей. Специальный кнут, используемый для дрессировки лошадей. Вожи – ремни для управления запряженной лошадью. У лошади под хвостом часть крупа не покрыта шерстью. Если туда попадает вожжа, лошадь, боясь щекотки и испытывая дискомфорт, начинает вести себя буйно, раздражительно и неуравновешенно. Сигнуманистика – это коллекционирование лотерейных билетов, нашивок и шевронов, почтовых открыток. Сигнуманистика – термин, обозначающий вид коллекционирования, посвященный собиранию эмблем и идентификационных надписей. Проще говоря, это коллекционирование нашивок и шевронов. Сигнуманистика является молодым направлением в коллекционировании. Сегодня существует огромное множество различных нагрудных и нарукавных нашивок. Кем в старину был крючник? Наемный рабочий, переносящий тяжести на спине с помощью особого железного крюка. Специалист по изготовлению крюков для различных целей. Прислужник у богатых пожилых дам. Крючник – наемный рабочий в России в XVIII, первой трети XX века, переносящий тяжести на спине с помощью особого железного крюка. Труд крючников особенно широко использовался в Рыбинске при перегрузке товаров с низовых на верховые речные суда. Кто отказался от $1 миллиона за Нобелевскую премию, врученную за решение задач тысячелетия? Григорий Перельман, Александр Канторович,
Дмитрий Муратов. Задачи тысячелетия – 7 математических проблем, определенных Математическим институтом Клея в 2000 году. Гипотеза Пуанкаре на сегодняшний день является единственной решенной проблемой из 7 математических задач тысячелетия. Доказал ее петербургский математик Григорий Перельман. В 2001 году в Индии случилось необычное природное явление. Пошел цветной дождь. Какого он был цвета? Синего, красного, фиолетового. Летом 2001 года в индийском штате Керала в течение 2 месяцев шел кроваво-красный дождь. И это был далеко не первый случай. Первые задокументированные кровавые осадки датируются 1818 годом. Естественно, таинственный дождь захватил воображение многих людей. Однако настоящая причина цвета была весьма приземленной. Красный цвет дождя был вызван переносящимися по воздуху спорами местных зеленых водорослей. Какие из ниже перечисленных съедобных грибов являются хищниками, способными переваривать круглых червей? Моховик зеленый. Вешенки. Валуй. Вешенка – это гриб-хищник, произрастающий на древесине, которая не может обеспечить ее необходимым количеством азота. Его мицелии образовывают гифы, выделяющие токсин остеарин. Он имеет паралитическое действие на нематод, круглых почвенных червей, родственников дождевых червей, энхитриид, панцирных клещей. Поймавший свою жертву гриб выделяет ферменты. Начинается процесс переваривания. Токсины не присутствуют в плодовых телах, поэтому они пригодны для употребления в пищу. Вешенки настолько смертоносны, что их можно использовать даже для уничтожения червей, нападающих на сельскохозяйственные культуры. Флемен – это движение губ животных для распознавания запахов, передвижение животных не прямо, а боком, умение притворяться мертвым для защиты от хищных животных. Флемен – поведение млекопитающих, при котором животное вдыхает с открытым ртом и характерным движением губ. Животное, исследующее запахи или вкусы в местах, представляющих особый интерес, или, возможно, в более общем плане, может проявить реакцию Флемена. Эта реакция характеризуется тем, что животное загибает верхнюю губу, обнажая передние зубы и десны, затем вдыхает и удерживает позу в течение нескольких секунд. Поведение может выполняться в определенных местах, и в этом случае животное может также лизать интересующее место.